На днях наткнулся вот на такой снимок, так сказать, плоской Земли. В первоисточнике говорится, что это фото предоставлено от хакера НАСА, который перехватил это и другие изображения со спутника SpaceX Илона Маска. Я не могу точно утверждать, подлинная ли это фотография или поддельная, но я могу с уверенностью сказать, что Земля на самом деле является плоской. Даже если ты веришь в Землю шар, после этого видео ты поменяешь свое мнение, ну или хотя бы засомневаешься в своем утверждении. В общепринятой модели плоской Земли представляет собой диск, в центре которого расположен Северный полюс. Кстати, Библия тоже говорит о круге Земли, а не о шаре. Внешний обод окружности представляет собой непрерывную ледяную стену Антарктиду. По мнению сторонников теории, эта ледяная стена нужна для того, чтобы океаны не растекались. А что находится по ту сторону стены, никому не известно. Хотя так ли уж никому не известно? Карл Денниц, гросс-адмирал Третьего Рейха, обмолвился еще во время Второй мировой, что его подводники нашли новую райскую землю для фюрера. В печать давно просочилась информация о Новой Швабии и базе 211, расположенных в Антарктиде. Кроме того, при захвате Германии союзники не досчитались большого количества немцев, которые исчезли неизвестно куда. В основном это были инженеры, ученые, конструкторы, рабочие высокой квалификации. Одни говорят, что там находятся бесконечные льды, край которых не сможет разглядеть ни глаз человека, ни даже самый мощный телескоп. Другие же думают, что лед все же заканчивается и к концу стены прикреплен купол, накрывающий всех нас. Некоторый ответ, что там на самом деле, дает удивительный снимок 1972 года, который, как считают некоторые, является инсайдерской информацией НАСА и стал достоянием общественности из-за ее утечки. Достоверная информация по поводу формы Земли дана всему человечеству на эмблеме ООН. Правда, предоставлено это как изображение, якобы художественная стилизация. Хотя, может быть, они намеренно поставили себе такую эмблему. Как говорится, хочешь что-то спрятать, положи у всех на виду. А с другой стороны, на этой в кавычки стилизации становится очевидным, почему пассажирские самолеты из Кейптауна в Южной Африке летят в Сидней или Канберру, Австралия, с посадкой в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Да потому что они располагаются на одной прямой, как и положено им быть, если Земля имеет форму плоскости. А в случае якобы шаровидности нашего мира, все нынешние самолеты почему-то делают совершенно необъяснимый крюк с предполагаемой колоссальной и абсолютно пустой затратой топлива. И это вместо того, чтобы лететь просто по прямой через Индийский океан. Более того, выходя на задний эшелон полета, они включают автопилот, который ведет самолет по прямой, безо всякой корректировки маршрута, и так в течение многих часов. Особенно если речь идет о трансконтинентальных перелетах. По логике официальной теории шарообразной Земли, они непременно должны были за это время покинуть воздушное пространство планеты и вылететь в открытый космос. Настоящую форму нашего мира подтверждает и другая карта, которую висит, где бы вы думали, в самом главном офисе ООН. На ней еще более точно изображена истинная конфигурация плоской Земли. Видны даже материки, находящиеся за пределами Антарктического кольца, а то есть неизвестные нам, обычным смертным, континенты и материки. Может, у кого-то найдется объяснение, почему это висит в офисе ООН. На конспирологическую теорию, скрывающую некую большую тайну, намекает и само здание Организации Объединенных Наций. Оно построено в виде сдвоенных цифр 666, а 3 шестерки означает, ну думаю, вы сами прекрасно знаете. А посередине карта явно плоской Земли. Сегодня, в век интернета, от людей сложно что-то скрыть. В сети обсуждаются видео, на которых Луна ведет себя, мягко говоря, странно. Это вам покажется безумием, но такие странности, которые вы сейчас наблюдаете, как оказалось, люди уже не впервые замечали, наблюдая за лунной поверхностью. Автор этого видео утверждает, что это явление может наблюдать любой, у кого есть хороший телескоп с хорошим зумером. Вы никогда не задавались вопросом, почему человечество стремится колонизировать Марс, а Луну при этом не желает изучать, хотя она намного ближе? Почему в свое время прекратили полеты на Луну и уже десятки лет не вспоминают об этом? Почему все фотографии Луны, часто доступные людям для просмотра, такого ужасно плохого качества? Почему тот же телескоп Хаббл и другие подобные объекты на Земле не способны сделать хорошие снимки лунной поверхности?
чтобы было видно прям пыль на камнях. Ведь технологии позволяют. Даже фотографии Марса по качеству лучше. Я расскажу вам почему. И начнем мы с голливудских фильмов. А именно, как вы превращаетесь, мягко говоря, в зомби, просмотрев эти фильмы. Фильмы про космос, такие как «Гравитация», «Чужой» и так далее, выпускаются по указанию властей. Потому что они вбивают в голову идею круглой Земли. Просто потому что так в фильмах показано. Потому что так показывают Землю, Солнечную систему, и следовательно оно должно быть именно так. Либо скажем по-другому. Если вы доверяете фильму «Гравитация», получаете удовольствие, осознавая, что это просто фильм, то подсознательно вы соглашаетесь с версией о круглой Земле. Чем больше вы смотрите подобных фильмов и получаете удовольствие от просмотра, тем сильнее разыгрывается грань между «хочу верить» и «я на самом деле знаю». Вы знаете о 3 группах фильмов о космосе. Первая – чистая фантастика. Второй – условная фантастика. Есть те, которые выдуманная фантастика. 4-ю группу найти довольно трудно, практически невозможно. Вот здесь уже реально интересно. Полеты на Луну закончились в 1972 и несмотря, что это является одним из величайших достижений человечества, не было снято ни одного документального фильма, пока в 1983 году не был снят фильм «Парни, что надо». Подумайте, что такое 11 лет разницы. Может, трудно было получить согласие от НАСА? Единственный фильм, который освещал лунную программу, стал «Аполлон-13» в 1995 году. Это еще через 12 лет, а то есть через 23 года после лунной высадки. Аполлон-13 показал только орбиту Луны, но не взлет и посадку. После 1995 года больше ни одного документального фильма про высадку на Луну не было. Хотя все мы знаем, что Голливуд никогда не упустит возможность снять кино, если тема интересна для зрителей. Снимают бесконечные продолжения и новые версии старых фильмов. Тем не менее, Голливуд за 60 лет не снял ни одного дополнительного кино о Луне. Сотни фантастических фильмов было снято от трансформеров до суперменов, но ни одного фильма, где бы рассказывалось о поверхности Луны. 6 состоявшихся лунных экспедиций, включая лунные автомобили, поездки по Луне, игру в гольф на Луне. И это никого не интересует в Голливуде? Что-то как-то странно, не так ли? Мне кажется, тут дело в другом. Только в 2019 году вышел фильм «Человек на Луне», спустя практически полвека. Но почему фильмов о высадке на Луну не было раньше? Ответ понятен и вывод напрашивается лишь один. Если бы Голливуд снял фильмы о лунной высадке, и они были бы неотличимы от реальной высадки, то некоторые люди стали догадываться бы, что Голливуд снял реальную высадку в 1969 году, то есть на Луну никто не летал. Итог. Все фильмы на космическую тематику снимаются по разрешению властей. Все, кроме тех фильмов, которые основаны на реальных событиях. Это запрещено. Поэтому лунная программа была похоронена массой развлекательных фильмов. И опять итог. На Луну нельзя высадиться или попасть, потому что она нематериальна, ее не существует. А есть проекция, голограмма объекта, который мы привычно называем Луной. Я уже говорил об этом в этом видео, которое вышло в подсказке, что Луна не всегда была на небе. И вообще никто не вылетал за нашу атмосферу, никто не преодолевал пояс Ван Аллена, ни Гагарин, ни американцы. Такие же странности есть у нашей планеты. Возможно ли, что Земля плоская? На этот вопрос сенсационно ответил в прямом эфире польский космонавт Мирослав Гермашевский. Земля и правда сферичная из космоса? Земля плоская, как многие сейчас предполагают. Я не ожидал этого вопроса. Земля плоская. Видно, что человек он уже в возрасте, терять ему нечего. Вот он и решил признаться всему миру, дабы хоть немного очистить свою карму под конец жизни. Или же вы думаете, что такой человек может вас обмануть? Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю всем удачи, здравого ума и чистого разума. До новых встреч на канале.